Когда дети выросли и, как говорится, вылетели из гнезда, мы остались с женой Дарьей одни жить на нашем хуторе. Мы держали хозяйство, а дети часто приезжали нас навещать. В общем, все шло хорошо, пока одним ранним утром не произошло нечто необъяснимое. Придя на утреннюю дойку, мы с женой обнаружили, что несколько бидонов с молоком опрокинуты, молоко разлито по полу, а крышки кто-то погрыз. Было такое ощущение, что молоко специально разливали на пол. Этот странный сценарий повторился еще пару дней. Мы с женой посовещались и решили, что нужно устроить засаду, чтобы узнать, кто наводит свои порядки у нас на ферме. Ближе к утру, когда я уже потерял бдительность и стал засыпать, послышалось какое-то нервное возбуждение в загоне. Вдруг из предрассветных сумерек, со стороны леса, показались две желтые точки, которые стали приближаться к амбару, где хранилось молоко после вечерней дойки. В свете фонаря появилась фигура рыси. Рыжая красавица важно вышла из-за угла амбара. Она несла в зубах своего маленького котенка. Она обошла вокруг амбара и скрылась за углом, там, где ее не видно. Как она проникает внутрь, я так и не понял. Потом в помещении послышались звуки. Было понятно, что животное опрокинуло бидон с молоком. Я сидел в полном замешательстве и не знал, что делать. Я дождался, когда ночная гостья уйдет сама. Рысь ушла так же, как и появилась, обошла вокруг амбара с котенком в зубах и скрылась в лесу. Я поспешил домой, чтобы рассказать Дарье о ночном происшествии. Жена моя была женщина добрая, заботливая и очень мудрая. Поскольку рысь, как и любое дикое животное, боится людей и не желает встречи с ними, то здесь явно что-то не так, предположила Дарья. Она рискует своей жизнью и жизнью своего детеныша, приходя к человеческому жилью. Она приходит за молоком, значит, ей нечем кормить своего ребенка. А знаешь, сказала жена, чтобы она не разоряла наш амбар, давай вечером ей будем наливать молоко в миску и оставлять на улице возле амбара. Так и сделали, жена вечером подоила коз, налила молока в 2 миски и оставила угощение для лесной кошки. Но я все-таки решил проследить еще раз, убедиться, что все сработает. Все повторилось в точности, как прошлой ночью, только теперь рысь и детеныш с удовольствием лакали молоко каждый из своей миски. С тех пор каждый вечер мы оставляли угощение для наших подопечных. Но со временем посещения стали реже, а потом и вовсе прекратились. Видимо, рысенок подрос и перешел на мышек, птичек и другую живность. Наступила осень, пришла грибная пора. Жена стала рано по утрам уходить в лес. Там она хорошо знала все грибные места. Ушла она очень рано, но к тому времени, когда должна была вернуться, не пришла. Я заволновался, надо было идти искать. Сердце предательски ёкнуло, я почувствовал, что с ней что-то случилось. Идя по дороге, которая уходила вглубь леса, я заметил след от машины, которая здесь проезжала не так давно. Это меня удивило, чужих в наших глухих местах не было. От таких мыслей только хуже становилось, сердце еще сильнее забилось. Я стал звать Дарью, кричал, свистел, шумел, но никто мне не отвечал и не откликался. Я шел по дороге, погруженный в свои мысли, и даже не заметил, как на тропу вышла рысь. Она сидела неподвижно и даже не испугалась при моем приближении. Она как будто ждала меня. Я удивился, странная картина. И вдруг я вспомнил про дикую кошку, которую мы подкармливали некоторое время назад. Я понял, что это и есть мама-рысь. Когда я подошел ближе, кошка повернулась и пошла впереди меня, потом опять остановилась и села, явно ожидая, когда я ее догоню. Через несколько минут она свернула с привычной дороги и углубилась в лес. Вела она меня через ветки и поваленные деревья. Через какое-то время она остановилась на краю неглубокой балки, заросшей высокой травой и кустарником. Я заглянул в яму. На дне балки лежала моя жена. Рядом с ней сидел уже подросший рысенок. Он как будто охранял Дарью.
Нога жены попала в капкан, а она потеряла много крови и была без сознания. Я попытался привести ее в чувство, но ничего не получалось. Вот какая машина здесь проехала утром, понял я. Это были браконьеры, они устанавливали в лесу капканы. У этих людей нет никакой совести. Из веток и веревок я соорудил небольшие носилки, чтобы вытащить жену из балки и дотащить до хутора, а там вызвать скорую помощь. Путь обратно занял несколько часов. Все это время рядом со мной была рысь с рысенком. Они шли за нами до самого конца леса. Я был очень благодарен этим великолепным кошкам за то, что они помогли мне найти мою любимую, без них бы я не справился, я мог ее не найти или могло быть уже поздно. Скорая приехала быстро, рана оказалась серьезная, но лечение и антибиотики сделали свое дело. Дарья поправилась, осталась только небольшая хромота. Но она жива, и мы по-прежнему вместе, а это самое главное. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.